Привет! Очередные наушники, максимально похожие на Apple AirPods, я заказал исключительно по вашим просьбам в комментариях. Baseus W04. Именно так называется эта модель, но что-то мне подсказывает, что простому русскому человеку как-то привычнее называть ее Baseus. Ну, по крайней мере, именно так я ее называл. Компания относительно новичок на рынке наушников, поэтому стоимость такая демократичная, $26. Но что там нам за нее приготовили, мы сейчас проверим. Это будет стремительный обзор, так что присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. В 2011 году была основана эта компания, и ее название — это сокращенный слоган Based on User, то бишь разработан с учетом пожеланий покупателей. Уже в ноябре 2017 года Baseus охватил продукции более 180 стран и открыл порядка 100 фирменных магазинов, сейчас их уже больше. Для удобства сегодня эту модель мы будем величать просто Baseus V04. И вот попадает к тебе в руки это чудо инженерной мысли в простенькой коробке, и ты уже весь в предвкушении предстоящего наслаждения. Внутри, кроме кейса с наушниками и провода для зарядки Type-C, ничего нет. Кейс неплох. Матовый белый пластик, крышка, можно сказать, не люфтит, и на передней части есть 4 индикатора заряда. В общем, пока все прям хорошо. Всего есть 4 расцветки: серый, розовый, белый и черный. Есть еще версия с приставкой Pro на $3 дороже, она с поддержкой беспроводной зарядки, и у меня как раз такая. Кнопка для сопряжения, находящаяся сзади, нажимается ровно с таким же характерным хрустом, как и копии на AirPods, но так как это такой самостоятельный продукт, придираться мы не будем. При открытии крышки наушники автоматически подключаются к телефону, да и механизм у нее тоже приятный. В общем, за кейс зачет. А вот с точки зрения сборки, наушники оставляют уже менее приятное впечатление. Там, где вкладыш прикреплен к ножке, видны стыки и зазоры, и пальцем они неприятно ощущаются, но на посадке в ухе это никак не отражается. Посадка в ухе штука вообще индивидуальна, но субъективно AirPods, да и копии на них типа i9000 TVS в ушах держатся лучше, хотя внешне отличий практически нет. Размер самого вкладыша почти такой же, ножка только чуть длиннее. Датчика на вынимание из уха здесь нет, зато открывая крышку кейса можно увидеть маленький индикатор на наушниках. К счастью, во время работы они никак себя не выдают. Беспроводная зарядка, кстати, работает, только класть кейс нужно не задней частью, как обычно, а передней. Управление реализовано с помощью постукивания, при этом двойное постукивание на правом плей-пауза, на левом голосовой помощник. И по тройному постукиванию переключение трека вперед или назад. В целом, постукивания распознаются корректно примерно в 90% случаев, так что поругать их не могу. А еще среди вкладышей Baseus V04 залетает на второе место по автономности. На максимальной громкости они продержались 4 часа 27 минут. Показатель достаточно средний, но среди вкладышей, которые у меня были, высший результат только у Vivo TVS. И кстати, на iPhone наушники играют тише примерно процентов на 20. По отдельности при этом они работают без каких-либо дополнительных манипуляций. Сразу определимся с задержкой по звуку, в YouTube она минимальная, но есть, хотя вот на слух практически не ощущается. В играх задержка уже больше, мне лично играть с такой некомфортно, но ради справедливости задержка относительно небольшая. Ну а теперь микрофоны. Проверяем работу микрофонов Baseus V04 в тихом пространстве, незаведенная машина. Но вроде слышно нормально, чуть-чуть приглушенно, но в принципе громко и особо придраться ни к чему не могу. Поэтому включаем печка 3 деления 4, музыка на фоне на девятке. Шумоподавления нет вообще никакого, разговаривать становится уже некомфортно, приходится реально повышать голос. В общем, троечка. Проверяем работу микрофонов Baseus V04 на улице. Ветра нет, мимо где-то там едут машины. На самом деле шумоподавления вообще здесь никакого нету, разговаривать реально нереально. Вот сейчас едут машины и, наверное, меня практически не слышно. В общем, меньше тройки. От микрофонов я не особо в восторге. Докричаться до собеседника, конечно, можно, но про комфортную беседу, не повышая голоса, можно забыть. Кстати, по традиции хочу напомнить, что сейчас каждые 2 недели мы разыгрываем Mi Band 4. Условия, как всегда, простые: лайк, подписка и комментарий по теме видео. Примерно 15 и 30 числа каждого месяца в прямом эфире подводим итоги. Более подробно в описании. 13 мм. Именно такого размера стоит динамический драйвер в каждом наушнике, что достаточно много, но вот единственный кодек, который поддерживается, это SBC. И именно звук в этих наушниках самое слабое звено. Слишком как-то плоско и невыразительно они звучат. Единственное, что более-менее отыгрывает, это середина. Низких частот прям катастрофически мало, за счет чего нет вот какой-то объемности звука. А высокие, стоит только выйти на улицу и немного повысить громкость, начинают прям долбить по ушам.
Короче, в плане звука прям расстройство, но я нашел еще один косяк. Не знаю, брак это моего образца или вообще Baseus стоит динамики такого качества, но на максимальной громкости во многих треках, где много баса, наушники начинают хрипеть. Пришлось найти самый перегруженный по басу трек, чтобы наиболее наглядно показать. Примерно так это звучит. В нормальных песнях треск, конечно, не так лупит, намного реже, да и вообще на максимальной громкости их слушать трудно, но какого хрена? Ни в одних наушниках такого у меня еще не было. Ну ладно, звук, конечно, не совсем дно. Бывали у меня экземпляры и хуже, но в целом мне не зашло. 3 с минусом можно поставить по 5-бальной шкале, если сделать вид, что треска на максимальной громкости нет. И хоть я и не рекомендую покупать разные копии на AirPods, так как это лотерея по сути, но те же i90 000 Pro или Max TV звучат реально лучше. Таблицу с рейтингом всех наушников на канале, как всегда, можно найти в описании, и там Baseus V04 расположились на 8-м месте среди вкладышей. Вот прям чувствовал, когда заказывал, что будет какая-то хрень, и чуйка не подвела. Слабовато. Их, конечно, можно купить, если там, к примеру, для аудиокниг или просто музыку на фоне послушать, потому что тактильно, да и вообще они сделаны приятно. Но вот в плане звука что-то не зашли. На этом, пожалуй, Baseus в плане наушников для меня пока останется в стороне. Модельки W04 мне пока хватило. Пиши в комментарии, как тебе Baseus W04, но если видео было полезно, поставь лайк и подпишись на канал. А на сегодня все. До встречи в следующих видео. Пока.